Size çok yakında bir sürprizim var. Ben çok heyecanlıyım. Bekleyin. Неслихан Атагюль – турецкая актриса и модель, которая стала знаменита благодаря таким проектам, как «Два лица Стамбула» и «Черная любовь». Безупречная внешность и яркая улыбка актрисы сводили парней с ума, а девушек заставляли полюбить самих себя. Сегодня мы расскажем, как живет и сколько зарабатывает Неслихан Атагюль. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Главным городом для Неслихан остался Стамбул. Именно здесь и прошло ее детство. Девушка воспитывалась в простой семье. Ее отец зарабатывал на жизнь тем, что водил машины. Мать же была хранительницей домашнего очага и старалась в равной мере уделять внимание маленькой Неслихан и ее брату Илкаю. Будущая звезда начала довольно рано проявлять интерес к кино. В школе она всем рассказывала, что в будущем станет актрисой. Мама поощряла стремление дочери. Она часто водила Неслихан по различным кастингам. Уже тогда ей пришлось привыкать к сложному съемочному графику. Сотрудничество с модельными агентствами принесло свои плоды. Атагюль собрала внушительное портфолио, которому позавидовали бы многие начинающие модели. Так, в ее послужной список вошли фотосессии для таких известных брендов, как Валенца, Тофита и Сутас. Фанаты Атагюль поражены природной красотой девушки. Ее посты в социальных сетях поражают количеством лайков и положительных комментариев. Впрочем, находятся и скептики, которые считают, что дело в удачном гриме и тоннах косметики. Таким людям у Неслихан есть что ответить. Девушка против декоративной косметики и уже давно не использует ее в своей жизни. И фотографии Неслихан в Инстаграме тому подтверждение. Девушка хочет добиться от своих фанатов того, чтобы они ценили себя такими, какие они есть. Ведь если человек не нравится сам себе, то как он будет строить отношения с остальными людьми, в том числе с близким окружением? На сегодняшний день состояние стамбульской кинодивы оценивается в $4 миллиона США. Неслихан часто попадает в списки самых богатых работников кино в Турции, и зачастую в подобных рейтингах она чуть ли не единственная девушка. Поэтому актриса подозревает студии в дискриминации женщин. Ведь, к примеру, за один эпизод в сериале «Дочь посла» Атагюль зарабатывала $11 300, в то время как ее партнер по съемочной площадке Энгин Акюрек получал 16 тысяч за серию. Однако англоязычные ресурсы сообщают о том, что день, проведенный звездой на киноплощадке, обходится режиссером в целых $40 000. Как бы там ни было, но с каждой ролью гонорары актрисы растут, что вполне оправдано, ведь Неслихан настоящая профессионалка. Свои заработанные миллионы турецкая красавица не очень любит тратить. По словам актрисы, ей для хорошей и счастливой жизни нужно немного. Это немного – крепкая и дружная семья. Однако, как и все девушки, Неслихан любит порой потратиться на дорогие вещи. Атагюль не является большой фанаткой автомобилей. Быстрые и люксовые спорткары звезде не интересны, ведь при выборе стального коня кинодива обращает внимание на комфортный кожаный салон и безопасность во время передвижения. Вместе со своим мужем девушка ездит на машине премиум-класса от немецкого автоконцерна BMW. Модель 740, которая стоит в гараже турецкой звезды, обладает повышенным комфортом и мощностью, что помогает авто уверенно и плавно держаться на дороге. Стоит данный автомобиль около 5 миллионов рублей. Если Неслихан покупала машину исключительно из необходимости, то к решению приобрести семейное гнездышко артистка подошла со всей ответственностью и азартом. Долгое время никто не знал, где актриса коротает свои выходные дни после изнурительных съемок. В январе 2021 года СМИ опубликовали информацию о поместье звезды. Девушка вместе со своим супругом проживает в родном городе Атагюль, Стамбуле. Стоимость жилища варьируется в районе 4 миллионов турецких лир, это $500 000. Пара не любит делиться информацией о своей вилле. Однако журналистам удалось узнать, как выглядит интерьер и экстерьер дома. Судя по публикациям на инстаграм-страничке актрисы, жилье оборудовано панорамными окнами, из которых открывается потрясающий вид на город. Стены поместья окрашены в светло-бежевые тона, а внутри
внутренняя фурнитура и аксессуары выдержаны в строгом сером цвете. Столовая комната может похвастаться большим обеденным столом и диваном, а из окна можно увидеть море. Одной из главных особенностей дома является личная библиотека, в которой собраны любимые литературные произведения Атагюль. Также на территории дома расположился сад, где творческая семья оборудовала место отдыха с гамаками, качелями и лежаками. Сейчас Неслихан наслаждается супружеской жизнью, о которой так мечтала. Однако буквально пару лет назад ее личная жизнь прилично бурлила. Всю актерскую карьеру девушку преследовали поклонники, мечтавшие разделить свои владения с восточной красавицей. Но актриса не велась, она ждала настоящую любовь. В 2015 году пресса публиковала информацию о том, что Атагюль имеет роман с партнером по сериалу «Черная любовь», турецким секс-символом Бураком Озчивитом. Однако в то время сердце кинодивы было занято другим. Работая над проектом «Два лица Стамбула», Неслихан повстречала Кадира Дагулу, который по сценарию играл возлюбленного героини Стамбулки. Это именно тот момент, когда экранная страсть осталась и в реальности. Сначала пара тайно встречалась, а позже они объявили о помолвке, тем самым повергнув всех фанатов в шок. Звездная свадьба состоялась 8 июля 2016 года. На торжество пригласили 200 человек, а само мероприятие прошло в соответствующей пышной и роскошной обстановке. Девушка настолько любит своего избранника, что в его честь сделала татуировку в виде буквы «К», обозначающую первую букву имени Кадира. Актриса также известна своей любовью к братьям нашим меньшим. По ее словам, она души не чает в животных. Трудно представить, чтобы она прошла мимо какой-нибудь бездомной кошки или дворняжки, не накормив их лакомствами с ближайшего продуктового магазина. Но и как тут само собой не забыть погладить несчастных зверьков? У девушки также есть свои домашние любимцы, которые встречают Атагюль после изнурительных съемок. Так, в ее квартире комфортно сожительствуют 2 кошки и 1 попугайчик. После подобного факта трудно представить, что если бы не кино, ее профессия кардинально бы отличалась от текущей. В одном из своих интервью Неслихан признавалась, что очень давно ей нравилась работа мясника. По словам девушки, ей часто доводилось ходить за покупками в лавку и следить, как продавцы подготавливают мясо для покупателей, разделывая тушу. Однако Неслихан подчеркивает, что никогда бы не открыла сама подобное заведение. Неслихан Атагюль имеет отличные актерские навыки, благодаря трудолюбию и ее матери. Ведь именно главная женщина в жизни девушки водила ее по различным пробам на роли. Но мать дала Атагюль не только билет во взрослую жизнь, но и научила русскому языку, который не очень сильно распространен на территории Турции. Неслихан может спокойно общаться на русском языке без всяких ограничений. Все из-за того, что мама актрисы родом из Беларуси, и в повседневной жизни она часто использовала предложения на привычном для нее языке. Будущей звезде настолько понравилась русская речь, что ей захотелось также непринужденно и свободно использовать и понимать славянскую речь. Теперь понятно, почему сериалы и фильмы с участием восточной красавицы настолько популярны в постсоветских странах. Актерская профессия обязывает присутствовать на светских мероприятиях и масштабных премьерах. Однако подобный образ жизни далек от Неслихан. Она старается избегать лишнего внимания и не посещает шумных вечеринок, на которых не прочь отдохнуть немало звезд. Больше всего на свете Атагюль любит побыть наедине. Порой ей попросту необходимо собраться с мыслями и проанализировать свои планы на дальнейшую жизнь. Долгое время одиночество являлось для нее главным спутником в жизни. Даже после того, как она вышла замуж, ей иногда необходимо поразмыслить над всем без незваных гостей. Когда съемки сериала с участием Атагюль под названием «Дно» закончились, актриса взяла творческий перерыв. Многие поклонники тогда подумали, что она забеременела и ждет ребенка. Однако и тут ее пропажа вскоре объяснилась желанием побыть одной. Ну что ж, у каждого свои предпочтения об идеальном отдыхе. Помимо красоты, Неслихан покоряет мужские сердца своими знаниями во многих отраслях. Так, девушка может похвастаться нешуточной начитанностью. Актриса обожает читать в свободное время, жадно пробегая глазами множество страниц за один присест. Определенно, она имеет у себя дома внушительную библиотеку с любимыми книжками. В списке любимых писателей Атагюль особняком стоит Франц Кафка, знаменитый чешский прозаик. Нетрудно представить, что персонажи романов этого мастера слова вызывают у нее родственные чувства благодаря их чувству одиночества в окружении
окружающем мире. Также в число уважаемых ею авторов попал Карлос Кастанеда, исследователь человеческого разума и настоящий шаман по своему образу жизни. А какие книги любите вы? Напишите в комментариях под этим видео. На сегодня это все, друзья. До встречи в следующих выпусках.